2126 году случился апокалипсис. Я знаю теорию струн. Я знаю, где находится Атлантида. Но я забыл, как зовут мою маму. Мы стали цифровыми зомби. Кто в этом виноват? Мы разберем в 2026 году с гениальным историком Андреем Черкасовым. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. И вы умеете чертить по черепам, наверное, человека, да? Или вы можете представить человека, да, по черепу. Скажите, когда вы смотрите на меня, на мой череп, я похож на какого-то гениального человека или просто бездарность? Как вы думаете? Это вы сейчас хотите, чтобы я с точки зрения теории Ломбарозова сказал? Конечно же, Но именно с нее мы... Но мы все-таки действуем в другом направлении. Антропологи изучают череп не с точки зрения и качества человека, а с точки зрения принадлежности к расе, принадлежности там, к полу, возраст. А нельзя понять, что человек был умен или просто глуп, когда он там умер где-нибудь в яме и просто наткнулся на камень? Значит, он шел просто не по той дороге. Нет, все люди достаточно умные и талантливые на самом деле. Вопрос, как они развиваются. И во всех лежит очень серьезный потенциал. Поэтому вот просто по черепу определить, ну, кроме тех случаев, когда реально человек не был чем-то, заболел чем-то, и у него, может быть, там есть какая-то деградация там, его мозга, тогда, да, мы можем сказать, что он был недостаточно полноценный. Но так все люди достаточно в потенциале умны. Вопрос, что как они реализуются в дальнейшем. Вот. Что касается, что сказать, по черепу, ну, опять же, вот есть неандертальцы, например, да, и у них мозг был больше, чем у нас, у современного. Да, почему? Вот так вот. Возможно, они были умнее нас. А может быть, Больше нужно было подумать, когда бы пищу, скорее всего. совершенно верно. Когда быть мамонта, как там за ним его победить. Мы живем в комфортных условиях, нам особо думать-то и не надо. В 2026 году мне сказали, у вас еще есть доставка. Вы доставляете продукты на дом. Да, Да? доставляем. Это комфортно? Да, ну, я думаю, это тупиковый путь. Я думаю, следующим будет доставка дронами. У нас до сих пор еще курьеры возят. Но предполагаю, что потом будут прилетать дроны и сразу тебе в окно Это такая профессия курьер, да? Это делает человек еще, да? Да, это еще делаете, да, мы еще отстали, у нас еще это делается человеком. Да. Меня всегда поражало, что в 2026 году люди используют искусственный интеллект и называют его поисковой системой. Как вы относитесь к искусственному интеллекту в ваше время? Ну, это основная проблема сейчас. Это, так сказать, основное острие всех дискуссий, всех, значит, размышлений и совершенно различные точки зрения. Одни говорят, что искусственный интеллект — это гибель человечества, другие говорят, что ничего серьезного, это все фейк, это ничего в этом нет. Что думаете? Я лично думаю, что это всего лишь один из способов, один из алгоритмов, один из способов обработки информации, и который на самом деле пока не имеет того потенциала, который ему... Я скорее думаю про другое. Кто те люди, которые продвигают идею о том, что искусственный интеллект — это наше будущее, о том, что искусственный человек может заменить человека, Да. что искусственный человек — это может быть отдельная личность. Вот это вот более... А может быть, это сам искусственный интеллект уже начал эту тему продвигать? Нет, он еще не настолько умен. Вы так думаете? Мы еще имеем опыт общения там с этими голосовыми помощниками, потом мы звоним в банки всякие, да, знаете. А вы еще голосом общаетесь? Да, нет, голосом общаемся, да, если тебе дают голосового помощника, основная задача современного интеллектуального человека, когда ты звонишь в банк, это пробиться через этот искусственный интеллект и, наконец-то, связаться с реальным человеком, с оператором, потому что только он пока еще может решить эту проблему. Пока у нас искусственный интеллект, ну, на 26-й год еще... Он сам не может дозвониться через эти все барьеры? Нет, он может дозвониться, он может только дозвониться и решить, и ответить только какие-то стандартные фразы. Стандартные Он вопросы. дозвонится, пройдет все эти барьеры, как вы говорили, потом скажет, ну, я готов ответить на ваши вопросы, и там другой же ассистент вам отвечает как человек. То есть два искусственных интеллекта за другом работают. Прекрасно, да. Но что они будут обсуждать? В нашей жизни, когда нам нужна помощь, когда какая-то нестандартная ситуация, искусственный интеллект пока на нестандартные ситуации реагировать не может. И он не может помочь. Я так понял, что в древность люди были умнее. Я думаю, да. Да. Потому что... Я скажу более того, ну, я уже, наверное, я не отношусь к молодежи. Мне кажется, что наше поколение, которое еще в прошлом веке, в прошлом тысячелетии родилось, было немножко умнее, чем современное. Слушайте, ну, когда-то был такой известный у нас и философ, и ученый Платон. Он боялся письменности, потому что он думал, что мы потеряем память. И он был прав. Интеллект, да. Возможно, был прав, да. Возможно, нужно было туда, кстати, попасть. Не в 2026 год. Как вы считаете, что нас ждет, если... Точнее, вас ждет,
в этом 2026 году, если вы будете продолжать здесь пользоваться искусственным интеллектом? А, Мы неизбежно будем пользоваться искусственным интеллектом, потому что компьютерные технологии развиваются. Вопрос, что будем ли мы использовать его как инструмент для какой-то реализации каких-то наших задач, либо мы окажемся его заложниками. Он может оказаться для нас погибелью, как, не знаю, в фильме «Терминатор», когда там Skynet нанесло удар по человечеству, потому что а, тут, мне кажется, есть такой другой вопрос, что для нас это вызов, для людей. Люди сейчас дошли до такой. Почему? Возвращаемся в 19 век, когда появилась Фридрих Ницше идея сверхчеловека. Почему он продвинул эту идею? Он увидел, что человек дошел до такого уровня развития, когда он уже является угрозой самому себе, когда он уже приобрел такое могущество, которое может уничтожить планету и что угодно, но при этом по моральным качествам, по интеллектуальным качествам мы не соответствуем тому могуществу, тому мощи, которая у нас есть. И, соответственно, искусственный интеллект — это такой же вызов для нас, что мы получили такой мощнейший инструмент, как компьютерная технология, искусственный интеллект, но можем ли мы с ним справиться, можем ли мы его правильно использовать? И если мы не сможем, если мы не станем, условно, сверхлюдьми, которые будут равны по потенциалу искусственному интеллекту, то, возможно, у нас он погубит, у нас поработит, или поработят люди, которые стоят за ним и которые это продвигают. Очень интересный момент. Андрей, когда-либо, когда вы делали раскопки, находили ли вы инопланетян? Нет. Не было таких случаев. То, что я копал Средневековье, да, там 17 век, я копал дольмены Северного Кавказа, если вы знаете, что это такое, это 2-3 тысячелетие до нашей эры. Значит, бластеров, Мгм. соответственно, роботов я не находил. Находил каменные орудия, находил эти самые обломки глиняных сосудов, но ничего связанных с инопланетянами. Боюсь, что даже если мы будем исследовать египетские пирамиды, которые говорят, что до сих пор мы не знаем, как их построили, мы тоже не найдем ничего связанного с Допустим, инопланетянами. если бы вот вы существовали через 100 лет, и вы раскопали меня, который вот умер в 2026 году, как бы вы меня бы оценили? К чему я, к какой эпохе я принадлежу? Wi-Fi, люди, как Эпоха это? постмодерна. Ты, наверное, не знаю. Ну, я Хорошие зубы, да, человек хорошо выглядит, еще он молодой, когда умирает, да, наверное, все-таки люди в 2020 году. Вы уже делаете пластические операции, да? пластические. Да? Ну, отлично, там люди не стареют совершенно. Ну, это у вас такая очень старая технология, но, понимаете, он непонятно, как определить его возраст. Или уже можно определить возраст? Да, можно определить возраст по зубам, если сохранились у вас А твои зубы родные были зубы. сделаны уже идеально просто. Да, и тогда можно определить возраст по черепу, по швам на вашем черепе. Когда мы получим череп, мы сможем сказать, что... А что касается, каким образом определить, ну, мы можем сказать, что вы принадлежите китайской цивилизации. То есть, Китайская? конечно, Почему это? потому что хотя не знаю, прошу прощения, возможно, нет. Но вот не вас, стандартного человека, живущего, значит, если ты у него там на одежде будет написано «Made in China», у него будет телефон «Made in China», условно говоря, то есть весь инвентарь, который у него есть, будет принадлежать Китаю. Поэтому подумаем, наверное, это великая китайская цивилизация. Вот. Либо, если мы найдем у него бутылку Кока-Колы, мы подумаем, что он принадлежит к великой там американской цивилизации. Мы же сейчас эпоха 26-го года, эпоха там 20-го, конец 20-го, начало 21 века, это эпоха глобализации, когда у нас все одинаковое на всей планете. И поэтому мы не можем конкретно локализовать, может быть, человека. Но у нас есть другие методы. Какие? Ну, какие угодно. Я думаю, что у вас должно сохраниться компьютерные какие-то А у вас еще носители. компьютеры? У нас нет Да. компьютеров. А что у вас? Бумажные носители должны? Я бы мог бы рассказать, но пока не могу, к сожалению. А, Вы это, то, что вы называете Бумажные. компьютер, Книги должны сохраниться. книги? Да, какие-то, где-то будет написано. Сейчас накоплен огромный массив информации, который, я думаю, несмотря на все катастрофы, он как-то сохранится. Поэтому, по большому счету, археологически исследовать нашу эпоху нет смысла. А вы видели людей, которые читают книги в ваше время? Я их не замечал. Ну и да, видел, да. Бывает. такие вот были. Бывает. Либо на электронной книге, либо бумажные книги. То Вот. есть, по сути дела, и как можно охарактеризовать? Это человек умный, человек... Нет, скорее не умный уже, скорее человек. Ну, с учетом того, что как раз сейчас у нас наблюдается взаимопроникновение цифровой реальности и человеческой реальности, да, и цифровая реальность все больше поглощает внимание человека, наверное, уже сейчас формируется человек цифровой. И он либо он будет погублен цифровой реальностью, я не знаю, что это у нас в будущем, да, либо, может быть, будет какой-то симбиоз, он использует этот как инструмент и достигнет невероятного могущества. Не знаю, как там на Марс слетали?
Хороший вопрос. Я думаю, мы полетели намного дальше, чем вы думаете, но это ни к чему хорошему не привело однозначно. Скажите, если я предложу загрузить какого-то человека, вашего близкого родственника, в облако, Мгм. и он может и будет выглядеть как настоящий человек, вы не отличите его. Да. Вы согласитесь? Нет, ну, я нет. Хотя я знаю, что вот, кстати, и к этому все идет, безусловно. Люди я знаю уже более того, что у меня есть знакомые, которые общаются сейчас, с искусственным интеллектом, как с Мгм. товарищем и с другом, и получают больший выхлоп, большую эмоциональную связь Мгм. интеллектуальную, чем с окружают там с мужем, и там, с женой и с друзьями. Вот этот процесс того, что, если мы возьмем и погрузим кого-то, да, создадим в облаке цифровой слепок человека, он, как бы идет к этому, и это возможно, но это будет иллюзия, потому что человека невозможно загрузить в цифровое облако. Подождите, у меня есть такой вот момент. Я знаю, что вы еще пишете сказки. Да. Руками пишете сказки. Мне в голове не укладывается. У вас все вот в это время что-то генерируют с помощью технологий, Да. а вы пишете сказки. И таких людей, наверное, становится все меньше. Зачем вы это делаете? Это в этом, в этом особенность человека. Он должен придумывать, он должен создавать новое. Или что? Какой выход? Чтобы генерировал искусственный интеллект? Ну, Сказки? я не знаю, мне кажется, если вы уже придумали искусственный интеллект, значит, вы придумали, чтобы он делал за вас Да, эту работу. он уже делает работу, но, на мой взгляд, у искусственного интеллекта что такое искусственный интеллект? Он берет просто тот массив информации, который создал человек, обрабатывает и выдает новый продукт. Если человек до этого это что-то не создал, искусственный человек не сможет ничего создать новое. По большому счету, искусственный интеллект просто перетолковывает то, что уже было сделано до него. А в чем интерес творчества? Когда реально получается что-то новое, оригинальное. А это может пока создать только человек. Вы так Ну, в наше время в точно. наше Я не знаю, может быть, там в будущем, но я не верю в это. Если я вам предложу сохранить библиотеку Ивана Грозного, Да, либо сервер Википедии, да. Я что вы выберете? серверы. Ну, понимаете, что библиотека Ивана Грозного не найдена. Если она будет найдена, это будет величайшее археологическое открытие. Потому что В этом и вопрос. поэтому я, конечно же, за библиотеку Ивана Грозного, потому что, ну, это мое такое ретроспективное мнение, что, по большому счету, после 16 века уже можно было ничего не писать, потому что все, что было создано для этого, там, Библия, Одиссея, это уже вполне достаточно для развития человека. Все, что создано уже после нового времени, ну, можно принести в жертву, так скажем. Можно и отказаться от Википедии. А вот библиотека Ивана Грозного, где была концентрация информации вот, европейской цивилизации, она Кстати, необыкновенна. мы знаем, где она находится там, в будущем. Да? Да, действительно знаем. Знаете, Там же, где янтарная комната. мы так тоже думали, но, оказывается, интерная комната. Ребят, я не могу это рассказывать. Смотрим наш 10-й выпуск. Ребята, подписывайтесь. Смотрите, я понимаю, что искусственный интеллект еще в 2026 году для вас какая-то примитивная игрушка. Но вы уже его используете в своей работе? Вы его применяете? Я пробовал применять его, искусственный интеллект. Значит, у меня есть, допустим, база данных по моим научным работам, и я подключил искусственный интеллект, чтобы он нашел некие закономерности в ней, чтобы сделал мне новые выводы, которые у меня были некие предположения, но я думал, интересно, а что мне скажет искусственный интеллект? К сожалению, на данном этапе искусственный интеллект мне ничего нового не сказал. То есть он сказал то, что я и так знал. И то я подозреваю, что он просто загрузил из интернета информацию, нашел там и эти закономерности, которые я пытался у него узнать, он просто мне их транслировал. То есть у вас еще интернет есть? Да, у нас еще есть интернет. Собственно, искусственный интеллект опирается на интернет. Он же А. скачал всю информацию из интернета. Более того, Мне ребята не сообщили, что у вас есть интернет, и он подключен к интернету. Это очень опасно. более того, Это говорят... опасная игрушка, я вам скажу честно. Да, согласен. Вот, и я подозреваю, что он может все-таки дать мне ответы на мои вопросы, искусственный интеллект, если я очень правильно поставлю глубоко вопрос. Вот. Мгм. Но если я этот вопрос формулирую, я уже сам наполовину отвечу. Так он умеет это, получается, думать. Чем глубже вы ставите Нет, вопрос. он не умеет думать. Он просто компилирует информацию на моем опыте, на 26-й год, выдает мне то, что, в принципе, по большому счету, я и так знаю. Если мы говорим о реальной глубокой аналитической работе. Хорошо. Скажите, вот в вашей работе при появлении искусственного интеллекта, да, есть ли вообще смысл мучиться уже с историей? Есть ли там что-то интересное? Есть ли смысл копать дальше? Или, в принципе, уже все известно и нет никакого смысла?
Нет, есть, безусловно, смысл, конечно же. И более того, искусственный интеллект, он не может какие-то ответить на многие вопросы. Условно говоря, мы находим, значит, в Шумере, в Месопотамии древнюю клинописную библиотеку и узнаем туда множество информации, узнаем, да, что А пример можете искусственный какой-то назвать вот интересной информации именно? эпосы Гильгамеша, которые обнаружили в ходе археологических раскопок вот в Междуречье. Искусственный интеллект бы не смог бы. И как мы выяснили, что эпосы Гильгамеша лежит вообще в основе нашей цивилизации, иудео-христианской, так скажем, что там, не знаю, от Библии до знаков зодиака все упирается в эпос Гильгамеша. А если Искусственный роботы интеллект бы будут не делать? смог бы. Если роботы будут делать раскопки, они же могут все сканировать. Они Пока таких я нету. Я не знаю, но мне кажется, пока еще не созданы роботы, который полностью может копировать движение человека и вот заменять его работу. Ну, допустим, он такой есть. Вы бы его Ну, пользовались? Зачем а вам вот тогда люди? Вы можете он у вас есть? Просто, насколько я знаю, мозг человеческий — это сложнейшая машина, которую пока путем цифровых технологий невозможно, так сказать, заменить. Я думаю, что не могу сказать всех деталей, но человек сам виноват в своей глупости. Поэтому я здесь. Поэтому я здесь, и мы пытаемся понять, почему настолько гениальные люди могли привести нашу планету к большой катастрофе. Потому что их не слушают. Их не слушают? Да, к сожалению, нет. Да. Гениальных Ребят, людей. слушайте, пожалуйста, гениальных людей. Отключите интернет, пожалуйста, отключите. Ну, искусственный интеллект, не знаю, возможно, он может определить, кстати, искусственный интеллект гениального человека? Наверно, да. Я думаю, Оценить да. его, Я да? думаю, да. То есть он может оценить все-таки оригинальность Хорошо. мышления. А что для вас умный человек? Вот что он умный, гениальный, Человек — как вы это, оцениваете? по мне, умный человек — это тот, кто не мыслит не стереотипно, который не берет устоявшиеся точки зрения, и их не ретранслирует дальше, а который все-таки пытается самостоятельно анализировать и сформировать самостоятельное мнение о любом вопросе. Вот это умный человек, и с которым интересно общаться. Хорошо. А если он транслирует там телевизор или какой-нибудь какого-нибудь популярного блогера, ну, это не очень интересно. Интересно, собственно, Представьте, что вы сохранили всю информацию где-то на флешке. да. В интернете. И он погас просто. И мы забыли все. Ну, там много деталей, это терабайты, у вас там еще терабайты данных. Именно поэтому нужны книги. Это уже книги, да? Потому что на книге сохранится все, что будет уничтожено в результате электрической А вы катастрофы. много ли книг нашли, мне кажется, в истории, которые сохранились до нашего времени? Да, у нас вообще книг нету, а у вас, наверное, еще какие-то Еще есть, сохранились. конечно, да. Вот сохранилось там, Но значит, столько информации, сколько есть с фотографиями, я предполагаю, с 3D-моделями. ну, библиотека имени Ленина, бывшая, сейчас это как она называется у нас, она там библиотека российская, там вся эта информация заложена, там миллионы томов, мне кажется, где с иллюстрациями, и все это. И что бы ни происходила, какая катастрофа, что бы ни выключали там электричество, это все сохраняется. И знаете, у меня была ситуация, когда я нашел как-то солнечные часы на раскопе. И вы знаете, вот я беру солнечные часы, я их поставил, включил, и они заработали сразу же. И мне нужен ни заряд, ни батарейка, ничего. Они сразу тебе показывают время. Только солнце, конечно, нужно, чтобы они показали. То же самое и книга. То есть ты ее взял, открыл, и она сразу заработала. В этом ее преимущество по сравнению Ну, с считайте, что флешками. искусственный интеллект не поможет вернуться к больше механическим приборам, нежели как у вас, наверное, еще ядерная энергия, да? То есть я предполагаю, что эта проблема существует, и еще люди до конца не поняли, да, механизм ее. Думаю, что это проблема? Да, она существует, ядерная проблема. Более того, я считаю, что это, на самом деле, несмотря на все стереотипы, это самая экологически чистая энергия. В отличие от гидро, в отличие от вот этих всех солнечных батарей, вентиляторов и прочее, и сжигания угля. Вот. Но что там чем нам может помочь искусственный интеллект? Создаст механизмы, которые нам что-то сделают для нас? Я был бы рад вам ответить, но я задам лучше следующий вопрос, и я хочу пользоваться тем временем, которое у нас осталось. Андрей, когда мы думаем об интеллекте, как о человеческом интеллекте, Да. и когда почему-то кто-то сказал, что есть искусственный интеллект, как их сопоставить? Там и там есть интеллект. И почему человечество придумало вот этот вот механизм? Я могу вам сказать, и это очень большое, мое мнение личное, это очень большое заблуждение по поводу интеллекта, что интеллект — это равно человеку. Вы знаете, когда-то были такие сихасты в Средневековье. Значит, это было такое православное учение, которое учили о том, что путем медитации, путем молитвы мы можем почувствовать энергию Бога.
и приобщиться с ним, то есть быть напрямую вот это вот, в ходе исихастского, так сказать, умного делания. Но тут появился, значит, Варлам Калабрийский такой, Мгм. католический священник, который возмутился против этого. Говорит, нет, невозможно, мы не можем постичь Бога непосредственно своей природой, мы можем постичь Бога только интеллектуально, только размышляя о нем. И вот это, вот этот переломный момент, и эта точка зрения победила. И после этого у нас появилось впечатление, что именно размышление, рацио является сутью нашего человека. Когда мы говорим про интеллект, мы только это видим. А между прочим, у человека есть еще масса всего другого. Ощущения, чувства, эмоции, сны, подсознание. Это огромный массив, более важный. А мы берем всего лишь маленькую его часть, 10-5% его части рацио, интеллект. И мы делаем копию искусственного интеллекта, и потом утверждаем, что это будет у нас будущее. Но ведь искусственный интеллект, если мы говорим про робота, наверное, пока сейчас у вас этого нету. Он может обладать десятками тысяч сенсоров и чувствовать, и видеть мир намного глубже. Как минимум, он сможет точно скопировать то, что чувствует человек, потому что, насколько мне известно, все наши качества и чувства, они примитивны, и в космосе они не так сильно Нет, это вот это представление европейское рационалия, что наши чувства примитивны. Мы на самом деле не знаем, какие до сих пор, какие у нас чувства. Мы не настолько с ними работаем. И, человек намного мощнее, чем мы о нем думаем, в своей совокупности. И поэтому мы создали, собственно, робота, мы создали искусственный интеллект, потому что полагаем, что огромная часть человека, она не нужна. Мы сейчас научимся чисто алгебраически формулами что-то вычислять, и это нам все заменит. А потом вот эту вот в алгебраическую систему, в цифровую мы еще возьмем человека и загоним туда, чтобы он там жил, и будет нам счастье. Этого не будет, потому что невозможно человека уместить вот в цифровую реальность. Скажи, Я уверен, что у вас этого невозможно. И либо это обманка, либо это иллюзия. То есть тебе говорят, да, мы тебя загоним в эту... Вот смотри, мы взяли твоего родственника, мы его цифровали, мы его туда вложили, и ты можешь с ним общаться. И так же мы сделаем с тобой. Но это иллюзия, там с тобой так не будет. Ты просто умрешь, а будет симулятор существовать. Вы же знаете, что такое симулятор? У вас сохранилась идея эта вот про симулятор? Что это всего лишь некая иллюзия, подобие, которое не имеет ничего общего с настоящей сутью человека. интересно, Андрей, а если мы будем думать еще чуть, наверное, глубже, здесь вы работаете с историей, нам вообще нужны были ли технологии для развития человечества? Видели ли вы какие-то нации, либо людей, цивилизации, где, мне кажется, и нам кажется, именно там, в будущем, что технологии-то это не тот путь. Отличный вопрос, прям в суть. Потому что если взять историю человека, с последним данным, ему около миллиона, да, то есть уже более-менее там, который уже начинает эволюционировать, ему миллион. Современный человек существует около там до 100 тысяч, да, 100-50 тысяч. Из этого времени мы всего лишь 200 лет существуем в мире технологий, условно говоря. Ну, когда у нас начали активно развиваться технологии, электричество, механизмы, это вот где-то вот там 17-18 век. До этого люди, когда ездили на лошадях, там, не знаю, и все делали руками. И вот основное время мы существовали без этих супертехнологий современных. То есть, а как? Их И кто-то были подбросил, счастливы. получается. Почему они до этого не... Вот этого, не подбросили. Вот и потому что пришел, повторяю, Варлам Калабрийский и сказал, нам не нужно непосредственно воспринимать реальность, нам нужно все только воспринимать интеллектуально. Бог мы воспринимаем интеллектуально, нам нужно создавать рацию. Давайте мы будем создавать человеку симулятор в виде всяких механизмов и технологий. И мы придумали паровой двигатель, пошли по этому направлению. И все. Человек утратил свою часть, утратил счастье. Когда вы спросите, где жили счастливы, я скажу, в античности. В античное время, когда не были и механизмы были, и все, но люди думали о богах, думали о философии, занимались любовью, пили вино и были счастливы. Мы это потеряли. Андрей, у меня есть два, назовем, объекта Мгм. в 2026 году. Нужно, чтобы вы их определили, посмотрели и выбрали, кто, по вашему мнению, является виновником того, что в 2126 году произошел апокалипсис. Не нужно показывать нашим свидетелям. А пока Андрей Черкасов принимает важное решение, ребята, я хочу сообщить, что в комментариях есть очень важный промпт. Этот промпт нужно использовать в любом чат-боте, который у вас существует. Он даст вам очень интересный ответ. Каждый ответ
нужно опубликовать в комментариях обратно. И кто-то из вас выиграет приз. Кто-то, возможно, сделает научное открытие, а кто-то станет миллиардером. Поэтому вы не только зрители, но вы у нас и соучастники нашего шоу. Я жду ваших комментариев. И вот этот персонаж, он виноват, потому что он как раз ведет человечество по этой вот цифровой создание, значит, нейросвязи компьютера и человека, вот эта вот цифровизация. Но в то же время он мечтает о космической экспансии, и он вернул человеку мечту освоения космоса. Поэтому как бы вот у меня к нему противоречивое отношение. Но я считаю, что он тут авторитет, безусловно, раскрученный, потому что сейчас самый богатый, у него там чуть ли не триллион денег. А это вот я знакомый, не помню, кто это такой. Так кто же виноват, что у вас там произошла катастрофа? Я думаю, что тот, кто лишил людей возможности самостоятельно мыслить и принимать самостоятельные решения. То есть вы выбираете красную папку. А он это такой? Кто его знает? Мы узнаем в конце нашего сезона. А вы точно знаете, что кто-то из них, да, виноват? Да, мы точно знаем. Да, я, наверное, красную папку выберу, потому что я ему все-таки не верю. Несмотря на все его достижения, что он делает какие-то правильные вещи, но в нем есть некая фальшь. Я ему не верю, поэтому... Хорошо. Так, Андрей, у меня к вам есть вопрос. Если вы вдруг, и все человечество забудет историю, есть ли шанс того, что мы повторим те же самые ошибки? Это хороший вопрос, потому что все-таки вот то, что мы пошли по пути развития технологии рацио, это сбой человеческого развития или все-таки это закономерный итог? Мне кажется, это все-таки сбой. И поэтому есть шанс, что мы пойдем по пути более гармонического, более правильного развития. Вот. В то же время особенность человека в том, что он создает... Человек сам по себе это очень слабое, беспомощное существо. Вы выбрось его вот голым в лес, и он просто там помрет, его съедят, он замерзнет. И для того, чтобы... А при этом он самый выживаемый, самый сильный, самое мощное существо на этой планете. Почему? Потому что он создал вокруг себя такую некую оболочку из технологий, из приборов, из инструментов, из орудий труда. И вот этот путь по развитию технологий, наверное, все-таки неизбежен. Вопрос, потеряет он над этим контроль или нет. Вот поэтому я сам вот как бы два раза говорю разные вещи. Возможно, все-таки мы снова придем к тому же, но я очень надеюсь, что человек не окажется рабом тех технологий, которые он сам создает сейчас. Так, у меня звонок. Да? Ага. Ага. Андрей, нам уже пора заканчивать. У меня для вас есть главный вопрос. Архив «Мир без боли». В будущем вы сохраните, либо удалите это? Мир без боли? Нет, это там данные про мир, где без боли, или это такой выбор жить в мире без боли? Жить в мире без боли. Нет, я это удалю, потому что это невозможно. Боль — это другая сторона удовольствия. Это ощущение. Без боли мир невозможен. Удалите. Хорошо. Ребята, с нами был Андрей Черкасов. Это наш второй выпуск. Всех ждем в 3-м выпуске.